Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем вас радовать обзорами на серверные платформы. И если в прошлый раз мы решили показать вам Blade-систему, которая в двух юнитах давала возможность установки 8 сокетов, то в этот раз мы покажем вам систему, которая в двух юнитах дает возможность установить 6 двухслотовых видеокарт по типу такого рода видеокарточек, например, ускоритель NVIDIA Tesla V100, либо даже его преемник в лице более производительного ускорителя NVIDIA A100 на 40 или даже на 80 гигабайт. Таким образом, такого рода система может опять же значительно уменьшить ваши эксплуатационные затраты на размещение сервера в дата-центре, потому что вы платите всего за 2 юнита, размещаете 6 двухслотовых полноценных видеокарт для инференса или обучения искусственного интеллекта, и при этом, получается, можно сказать так, недоплачиваете за лишние юниты. В 4 юнитах мы обычно размещаем 8 вот такого рода двухслотовых ускорителей. Но тут, внимание, разрыв шаблона, мы размещаем 6 ускорителей в 2 юнитах. То есть вы практически получаете тот же функционал, который вы бы получили в 4-юнитовом шасси, только делаете это в элегантном 2-юнитовом формате. Предлагаю заглянуть под крышку этого сервера, ну а прежде чем мы заглянем ему под крышку, стоит сказать, как он называется. Эта платформа называется 2029 GPTR. Давайте откроем крышку этого сервера и посмотрим, как же он устроен внутри. Первым делом отодвигаем нашу крышечку. Для этого ставим 2 пальца на места, которые отмечены прямо на крышке, и делаем вот такое движение. И внутри перед нами открывается настоящая красотища. Только посмотрите на эту компоновку. Она меня впечатляет. Посередине серверной платформы расположена системная плата с неймингом Supermicro X11 DPG SN. Слева от материнской платы находится Power Distributor с маркировкой PDB P118DGH. Этот Power Distributor отвечает за распределение питания в нашу двухсокетную материнскую плату и за возможность подключения дополнительных проводов для питания видеокарт. Здесь мы видим привычные для Supermicro коннекторы синего цвета, которые как раз таки используются для подключения видеокарт. Кстати, если кому-то интересно, это у нас CBL PVX 1028. По нашей традиции предлагаю двигаться от конца сервера и потихоньку, так знаете, шажками продвигаться к его бэкплейну. Давайте начнем с самого конца сервера, начнем с SIOM карточки, посмотрим прямиком на материнскую плату. В задней части сервера располагается, наверное, самая заметная вещь в этом сервере – это SIOM контроллер. Его маркировка AOC MTGN I2SM. И на самом деле это не просто сетевая карта, это сетевая карта плюс микроконтроллер Novaton, который выполняет такую функцию мультиконтроллера. Он связывается с мультиконтроллером, который распаян на материнской плате самого сервера. В случае материнской платы это Lattice. И они там как-то контачат и что-то вместе решают. Но точно сказать не берусь. Итак, по поводу чипа. Здесь мы имеем уже достаточно устаревший чип Intel 82599ES, который у нас является 10-гигабитным Ethernet-контроллером без поддержек каких-либо там интересных сетевых технологий. То есть это тупо 10-гигабитная сетевая карта без каких-либо примочек. Получается 2 порта SFP+, то есть 2 10-гигабитных линка для того, чтобы эту платформу завести в вашу Ethernet инфраструктуру. Далее здесь имеется такой интересный кабелек. Если мы его вытянем, если я его вообще отсюда вытяну, то мы с вами обнаружим, что это что-то вроде VGA Front Panel. Только у нас это не Front Panel, а задняя Panel. Короче говоря, это тупо VGA-порт, который не получилось распаять на самой материнской плате ввиду недостатка места. И его распаяли вот таким образом при помощи этого чудесного коннектора. Стоит обратить внимание немножко на зону с BMC-шкой. Опять у нас здесь имеется ASPID, около ASPID имеется банка памяти. Около банки памяти имеются банки с BIOS и банка, конечно же, с прошивкой для BMC. То есть все как для серверной платы у нас здесь распаяно. Рядом с этим же имеется слот для SD-карты. Пожалуйста, суйте туда Linux, суйте туда Memtest, все, что вам понравится. Либо просто держите там свои файлы с учетом того, что SD-шки у нас сегодня по терабайту продаются на рынке. Ну и монументальный радиатор чипсета. Здесь у нас прячется Intel C621, привычный чипсет для платформы на базе LGA 3647. Он обслуживает 2 процессора Intel Xeon Scalable 1-2 поколения. Кстати, без ограничений по TDP.
То есть вот эта платформа, она дает возможность установить два процессора по 205 Вт. И это важно, потому что когда мы с вами работали с Blade платформой, мы наблюдали такую ситуацию, что там у нас был порезанный TDP. Нам нужно было устанавливать процессор где-то по 165 Вт, и то в специальных условиях, а 150 без оговорок. Тут все получше. И почему это получше, мы сейчас, когда к вентиляторам дойдем, вы поймете, почему оно работает действительно на максимальном TDP. Сейчас про чипсет поговорим. Собственно говоря, что нам дает чипсет в этой платформе? Он обслуживает SATA соединения. Соответственно, чипсет умеет рейдить, это 0, 1, 5, 10, базовые уровни рейд на нем можно строить. Ну и, конечно же, при помощи чипсета можно рейдить NVMe накопители, если вот здесь вот воткнуть Virok K. Пожалуйста, можно рейдить. И, кстати говоря, Backplane, опять спойлер, он поддерживает NVMe. У него 10 отсеков, 8 из которых SAS SATA, а 2 отсека, они у нас идут NVMe. И для того, чтобы подключить эти NVMe диски, здесь в материнской плате имеются два коннектора типа Aculink, вот, которые я постараюсь вытянуть, но тут все непросто, потому что у них есть защелки. Вот один из них я вытянул. Aculink, наверное, для обывателей напоминает чем-то порт DisplayPort, но тем не менее это порт, который проводит 4 линии PCI-Express 3.0, и в рамках специфики этой платформы здесь все построено на PCI-Express 3.0, это является абсолютной нормой. Так что Aculink я возвращаю на место, и мы с вами двигаемся дальше по серверной платформе. Так, сразу хочу сказать, что рейзеры я пока не трогаю, потому что я хочу оставить это на конец, для того, чтобы насладиться тем, как же инженеры Supermicro смогли воплотить вот в этой вот компоновке установку 6 видеокарт. Сейчас идем чуть дальше. Давайте обратим внимание на слоты памяти. У нас их здесь 16. В принципе, это похоже на ту Blade компоновку, которую мы видели в прошлом ролике. Ссылочки, кстати, сверху там в аннотациях имеются. Соответственно, 16 слотов. Все это дает нам возможность поддержки 4 терабайт памяти. Сюда можно устанавливать Intel Optane модули. Получается 6 модулей на каждый процессор идут как каналы памяти, которые наращивают скорость, а 2 слота, они идут в рамках дублирующих слотов для того, чтобы просто добиться необходимого объема памяти. Итак, давайте двигаться дальше. Дальше у нас идет ряд вентиляторов. И вот с вентиляторами я хочу вытащить один из вентиляторов и продемонстрировать вам, какой мощности достигает этот вентилятор. Итак, вытягиваем вентилятор. Оп. И теперь, когда мы его вытянули, во-первых, мы видим его маркировку. Это Supermicro Fan 0136L4. И теперь потихонечку его из его родного гнезда пытаемся вытягивать. Итак, вот я его подвытянул, и здесь открывается вид на его показатели. Обратите внимание, 12 вольт, 3,75 ампера. Итак, каждый вентилятор потребляет по 45 ватт, и таких вентиляторов в этой системе, обратите внимание, 1, 2, 3, 4, 5. 5 вентиляторов в одной системе, каждый из которых потребляет по 45 ватт электроэнергии. И все это нужно, чтобы охлаждать вот такие вот карты расширения PCI-Express, каждая из которых потребляет по 300 Вт мощности. Итак, друзья, теперь переходим к бэкплейну. Давайте поговорим о том, что здесь установлено. Здесь у нас установлен такой гибридный бэкплейн, в котором имеется 10 отсеков SFF для подключения накопителей. Сюда можно устанавливать диски SATA, SAS и U2. Только U2 дисков можно подключать только 2 штуки. Почему 2 штуки? Потому что здесь расположено 2 коннектора Aculink, и именно при помощи этих коннекторов 2 вот этих вот последних диска можно подключить через U2. Но хочу вас заверить, что вы можете сюда подключить и SATA диски, ну и в целом, наверное, и SAS диски, если прям сильно запариться, но изначально SATA. Потому что вот при помощи этих синих коннекторов это все дублируется и подключается в материнскую плату через SATA. То есть в целом весь бэкплейн он рабочий, только в нашей модификации, обратите внимание, вот эти вот черные порты SFF8643, они не подключены, но подключить их можно как раз таки в чипсет. Когда мы с вами снимем Razer карты, мы с вами подробно увидим, как там можно произвести это подключение. По модели бэкплейна здесь используется BPN SAS3 218GHN2, где N2 свидетельствует о индексе, который говорит о том, что у нас как раз таки 2 гибридных подключения U2. Когда я говорил про бэкплейн, я уже про многие моменты рассказал. Из интересного, наверное, только то, что салазки, которые здесь используются, имеют вот этот вот необычный оттенок для Supermicro. И на самом деле этому явлению тоже есть объяснение. Дело в том, что это партнерский сервер, который выпустила компания Supermicro для, можно сказать, конкретного корпоративного заказчика, крупного. Ну и, судя по всему, ребята решили добавить своего стилька и попросили замешать в состав пластика немножечко этого
не знаю, лазуритного. Наверное, лазуритного цвета, хотя он вроде зеленый. Также стоит отметить, что у нас в бэкплейне, точнее в передней панели сервера, только вот эта вот серединка, обратите внимание, используется под диски. По бокам у нас с вами дырочки. И эти дырочки нужны как раз таки для того, чтобы воздух вот от этих систем охлаждения, он проникал сквозь GPU. То есть здесь очень много внимания сделано на то, чтобы ваши видеокарты A100, V100 могли дышать, не задыхались, и все это могло существовать долгие годы в дата-центре без каких-либо обслуживаний. Теперь нам стоит взглянуть на заднюю панель сервера, я сейчас его снова разверну, и мы посмотрим, что там по портам подключения, и мы переходим к самому интересному, к видеокартам. Итак, в задней панели сервера мы с вами наблюдаем два USB 3.0 порта. Они нам нужны как раз таки для подключения различного рода периферии. Помимо этого мы наблюдаем IPMI LAN порт для подключения к BMC-шке, для того, чтобы администрировать этот сервер. Ну и, конечно же, два порта SFP+ от Xeon карточки на древнючем Intel 82599ES. Кстати, если сейчас кто-то подумает в комментариях написать, типа, что за старая карта, я просто хочу вам сказать, что вот этот Xeon стандарт, он у них существует, у Supermicro много лет. И с такими картами начали поставлять сначала сервера чуть ли не на LGA 2011. То есть у нас был 2011 просто, потом 2011 V3, потом 3647. И тут просто такая ситуация, что в этом серваке сейчас стоит такая карточка. Чисто технически мы просто меняем один Xeon на другой и получаем, например, Intel X710, и все остаются довольны. Так что просто знайте, это частный случай. Начинаем открывать Razer карты и смотреть, как это все устроено. Для того, чтобы вскрыть Razer карты, мне потребуется отвертка крестовая, ну и рвение, чтобы это все вскрыть. Ну и, конечно же, ваше внимание. Начинаю открывать. Давайте начнем вот с этой вот Razer карты и будем потихоньку продвигаться. Так, я сразу тогда смотрю, где у нас есть закрученные болтики. Поскольку мы ранее этот сервер препарировали, здесь что-то может быть уже чуть-чуть развернуто. Потому что перед тем, как показать вам сервер, конечно же, мы изначально самостоятельно на него смотрим предметно. И только после этого мы демонстрируем его вам. Первая Razer карта, которая у нас имеется, два порта PCI-Express X16. И самое интересное, что, обратите внимание вот сюда, это PCI-Switch. Тот самый switch, который позволяет взять порт PCI-Express X16 и разделить его на еще два порта PCI-Express X16, как я понимаю, при помощи так называемых системных прерываний. Поправьте в комментариях, если я не прав. То есть таким образом, когда нужно одной видеокарте, он ей дает эти линии. Когда нужно другой, он дает другой эти линии. И это работает даже как-то сносно. Если мы говорим о инференсе, это точно работает отлично. По обучению, тут, пожалуйста, эксперты в комментарии, пожалуйста, расскажите, как PCI-свитчи плохо влияют на обучение нейронок. И что вообще, конечно, все должно быть соединено NVLink, и по-хорошему надо купить DGX сервер и не мучиться. Вообще есть NVL72 GB200, и вот там все хорошо соединено, а здесь плохо. Ребята, этот сервер не стоит 100 миллионов, так что давайте мы просто будем говорить о том, что есть. Двигаемся к следующей карте расширений. Она на самом деле повторяет ту карту расширений, и, наверное, вы для себя чего-то там эксклюзивного не увидите, но давайте я быстро просто это открою, и мы на это взглянем. Делаем так, делаем так, делаем так, и вот так. Оп. Ну и здесь все то же самое, только из интересного у этой сетевой карты есть немножко другой индекс. Получается, если здесь у нас было просто A66, здесь у нас уже A66 с индексом в конце X1. Я так понимаю, этот индекс X1 влияет на немножко другой PCI-свитч, который может иметь там типа сниженные задержки. Но, в общем-то, постараемся вывести на экране, в чем отличие, но может отличий нет. Идем дальше. Ну и потихоньку переходим, наверное, к той Razer карте, которая меня впечатлила в этом сервере. Давайте я ее откручу. Раз, два, вроде все. Чтобы ее вытащить, тут надо прямо, так знаете, повсеместно ее наверх поднимать. И просто посмотрите. Наверное, это самая большая Razer карта в моей жизни. Знаете, как мужики фоткаются с карпом. Я вот тоже... Смотрите, какого поймал. Вот он мой Supermicro RSC G2B A66X1. Собственно говоря,
X1. Значит ли это, что на нем есть PCI switch? Нет, на нем нет PCI switch, я просто хотел сказать, что в этом. Но вот эти чипики, обратите внимание на эти чипики, не являются ли эти чипики PCI ретаймером? На самом деле мы этот вопросик изучим и на монтаже ролика уже вставим. Это ретаймер, либо не ретаймер, но выглядит ровно как ретаймер. Итак, что мы здесь имеем? Внимательно смотрим. Слот PCI-Express X16 перевернутый. Здесь имеем что-то похожее на Supermicro VIO слот. Вы такое могли видеть в серверах Supermicro с оптимизированной компоновкой, где в одном юните тоже можно было втыкать вот такого рода карточки, большие. Получается VIO слот, который передает, наверное, тоже в районе 16 линий. Здесь 16 линий, и это как раз-таки расходится на две карты PCI-Express X16, и все это типа нормально подключается. И бонус. Чпоньк, с другой стороны тоже имеется Razer. Опять X16, и обратите внимание, как он стоит. Он интересно стоит, то есть если вот вся карта у нас вот эта, она стоит вот таким образом, здесь вы размещаете GPU-шки, то здесь у вас есть вот эти half-size слоты, и сюда можно ткнуть, внимание, что можно ткнуть в GPU-сервак? Конечно, можно ткнуть высокоскоростную сетевую карту с оффлодингом центрального процессора, то есть тыкаете Mellanox на 100 гигабит, берете таких сервачков штучек 10, берете коммутатор Arista и создаете свою инфраструктуру для инференса какой-нибудь большой языковой модели. Примерно так это и работает. Так, давайте по проводочкам поговорим. Я уже в начале ролика затрагивал, что тут частично проводочки такого типа торчат из Power дистрибьютора, но дело в том, что такого рода проводки торчат еще из системной платы. И обратите внимание, где они торчат. Вот у нас место для установки первых видеокарт, ну, скажем так, GPU Placeholder One. Здесь у нас сразу имеется два коннектора X8, то есть для каждой GPU-шки в этом шасси имеется свой коннектор питания, ну, то есть все предусмотрено. Второе место еще для установки двух видеокарт. Пожалуйста, еще один коннектор для питания. Сюда опять втыкаются вот эти коннекторы и подключаются еще две GPU-шки. И вот здесь у нас размещаются еще две GPU-шки. Опять от Power дистрибьютора здесь идет еще два кабеля. И получается сюда еще две видеокарты размещаются. И вы по инерции скажете: Александр, вот сюда еще две видеокарты, но нет. Все, остановитесь, здесь двух видеокарт не будет. Несмотря на то, что это место очень напоминает место для установки Razer карт, я хочу вас заверить, что в мануале на этот сервер здесь заявлено 6 карт. И вот сюда ничего не устанавливается. Тут, видимо, просто, ну, знаете, такая унификация. То есть, видимо, существует сервер, где здесь что-то есть, ну, там, возможно, другая плата, либо здесь что-то недоразмещается. И сюда встает какой-нибудь рейзерок. Но здесь это просто место используется, не знаю, можете просто видеокарту поставить и хранить ее там годами. Никто не узнает. Давайте тихонько подытожим, что же мы увидели в этом сервере. В этом сервере мы увидели достаточно перспективную серверную платформу. И перспективна она тем, что размещает 6 видеокарт 2 юнитов. Плотность размещения, естественно, выше, чем в 4 юнитах. И это не может не радовать. Таким образом, вы сдаете это все на коллокейшн, не платите лишние бабки и получаете максимальный результат за те средства, которые вы вложили в эту инфраструктуру. Ну и самое главное, вы не ограничены в установке видеокарт. Все видеокарты уровня A100 могут размещаться. И вот эти мои слова по поводу «могут размещаться», они не голословны. Дело в том, что опять, перед тем, как снять этот ролик, я зашел на сайт Supermicro и зашел в так называемый GPU Qualified List. И там заявлено, что A100 сертифицировано. Это значит что? Что вы ставите сюда 6 осоток по 80 гигабайт, и они гарантированно охлаждаются и стабильно работают. Но, конечно же, у кого-то возникнет вопрос, а будет здесь работать H100? И скорее нет, чем да, поскольку как бы у H100 выше энергопотребление, а я вам ни слова не сказал про блоки питания. В этом сервере используются два блока питания по 2 киловатта с сертификатом 80+ Platinum. Эти блоки питания изготовлены компанией Compuware, и опять у вас может быть вопрос, а почему не Supermicro, но Compuware это буквально Supermicro. У Supermicro есть несколько дочерних компаний, типа Abelcom, Compuware, еще парочка каких-то компаний существует. В общем, просто знайте, если на блоке написано Compuware, отличий 0. Можете его использовать. Моделька блока питания PVS 2K03P1R. Получается, у нас 2-киловаттные блоки, они работают по схеме 1+1 и обеспечивают 2 киловатта эффективной мощности, которая может быть распределена на процессорные ресурсы, на оперативную память, на вентиляторы и на установку 6 GPU-шечек в этот сервер. Ну и теперь точно вывод. Система перспективна, у системы есть право на жизнь. Приобрести такие системы вы можете в ServerFlow. А если у вас возникнут вопросы, всегда обращайтесь к нам. Наши менеджеры по продажам сориентируют вас в
во всех нюансах вот этой вот огромной россыпи серверного оборудования, которое вы видите сейчас у меня на столе. Благодарю за просмотр, всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до свидания.